Привет! Уважаемые зрители моего канала, давайте начинать наш выпуск. Этой ночью русские военные преступники массово атаковали Украину. Целью атаки была энергетика страны. Было запущено 24 ракеты и 502 беспилотника. ПВО Украины сбило 21 ракету и 430 беспилотника. Цели атаки оккупанты не достигли, спасибо всем силам обороны. Ну что ж, ожидаем атак на российскую энергетику в ответ. 5 человек пострадали после российской атаки беспилотников в Кировоградской области. 14 человек пострадали в результате российских атак в Донецкой области. 1 человек погиб в результате российской атаки на Хмельницкую область. Погиб мужчина в результате российских артиллерийских обстрелов в Никополе. Силами обороны Украины атакована ЖД станция в Ростовской области. Эвакуированы пассажиры и сотрудники. Задерживаются 26 поездов. В Пекине прошел крупнейший в истории Китая военный парад. Главными гостями на нем были диктаторы Путин и Ким. На параде в Пекине Китай представил новейшие межконтинентальные баллистические ракеты и беспилотники. Путин, Ким и Си поговорили о продлении жизни с помощью биотехнологий и бессмертии. Раньше люди редко доживали до 70 лет, но сегодня, в 70 лет, ты все еще ребенок, сказал Ким. Путин ответил: благодаря развитию биотехнологий человеческие органы можно пересаживать постоянно, и люди смогут жить все дольше и дольше и даже достичь бессмертия. А Си добавил: прогнозы таковы, что в этом столетии есть шанс дожить до 150 лет. Скажу от себя, если Запад во главе с США наконец, то проснуться-то 3 диктаторам ничего не поможет. Ставь лайки, если согласен. Мерц призвал истощить российскую экономику и назвал Путина военным преступником. Сейчас у Путина нет абсолютно никакой причины приближаться к прекращению огня или мирному соглашению. Эту причину должны создать мы. Военным путем это будет трудно, но экономически возможно. Нужно сделать так, чтобы Россия больше не могла поддерживать военную экономику. Журналисты задали канцлеру Германии вопрос. Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен назвала Владимира Путина хищником. Какое имя дали бы ему вы? Это военный преступник. Возможно, самый страшный военный преступник нашего времени, которого мы видим в широком масштабе. И мы должны ясно понимать, как обращаться с военными преступниками. Уступчивость здесь неуместна. Ответил Мерц. Хочется сказать «браво, канцлер», но где обещанные таурусы для Украины? И в конце немного юмора. За Кимом после переговоров с Путиным замели все следы. Забрали стакан, из которого пил диктатор, а также хорошенько протерли кресло, на котором он рассиживался. Ну, а кресло чего не забрали? Подписывайтесь на мой канал и ставьте лайки.